Харе Кришна! Добро пожаловать в наш кулинарный канал, где мы вместе с вами готовим лучшие блюда индийской кухни. И сегодня мы приготовим одно очень традиционное бенгальское блюдо, которое является достаточно древним. Оно упоминается в таком произведении, как Чайтанья Чаритамрита. И сейчас это блюдо называется лабра. Лабра — это блюдо, без которого не обходится ни одна бенгальская пуджа, будь то Дурга пуджа, Лакшми пуджа. И это блюдо является праздничным, в нем очень много компонентов, оно очень яркое, очень вкусное. Подают его обычно с бенгальским буни кичри, это такой вариант кичри, более сухой. Изначально лабра готовилась с добавлением цветков банана моча и с добавлением ствола банановой пальмы тор. И сейчас также тор добавляется, но моча уже не добавляется в лабру. Также со временем добавилась картошка, которая со временем появилась в Индии, полюбилась бенгальцам, и она заменила в лабре те овощи, которые более похожи на картошку. Мы сегодня приготовим из тех овощей, которые более доступны по всему миру. И, конечно же, будут обязательные овощи. Это тыква, баклажан и обязательные специи. И лабра будет ничуть не хуже, чем на бенгальских пирах. Итак, давайте посмотрим, какие нам понадобятся овощи. Это бабы-шим, или зеленую можно взять стручковую фасоль. Это баклажаны, обязательный ингредиент. Это муль, редиска, или можно взять дайкон, кальраби или на крайний случай кабачок. Обязательный ингредиент, который мы ничем не заменяем, это тыква. Также мы берем картошку. В изначальном варианте был батат и зеленые бананы. Можете взять их, если они вам доступны. Далее я взяла цветную капусту, это уже более современный вариант, традиционно используется потал или парвал или кокрел, если можете, возьмите их. Еще один обязательный ингредиент – это мякоть свежего кокоса. У нас есть видео о том, как выбрать кокос, как его разбить и извлечь мякоть. Видео будет в описании. Начинаем готовить овощи. У бабов-сим с двух сторон есть прожилки. С одной стороны она особо жесткая, и мы ее должны убрать и таким вот образом потянув, срезав кончик и потянув за прожилку. С другой стороны тоже может быть жесткая нить, но чаще всего она очень небольшая. И обрезаем концы. Нарезаем осим вот такими крупными кусками. Баклажаны нарезаем длинными полосочками, мы их будем обжаривать с двух сторон. Картошку нарезаем кубиками, примерно вот такого размера. Тыкву мы будем нарезать пластинками. Далее мули нарезаем просто кружочками. А цветную капусту соцветиями среднего размера. Начинаем приготовление блюда с обжаривания баклажанов. Мы натираем их солью с двух сторон и на хорошо разогретом горчичном масле обжариваем с двух сторон для хорошей румяной корочки до полной готовности. Далее берем посуду с высокими бортами и, налив горчичное масло, бросаем в разогретое масло чили. И основной аромат у нас будет от пончпорон, смеси 5 специй. Это бенгальская масала, которую можно составить самим, если знать ее состав. Посмотрите в описании. И мы добавляем картошку. Будем ее обжаривать на сильном огне для того, как она немного зарумянится. Слегка она начала румяниться, добавляем цветную капусту. Если вы используете потал или парвал и кокрел, добавьте его также сейчас. Когда овощи слегка подрумянились, внутри еще сырые, мы убавляем огонь на средний и добавляем остальные овощи. Мы все перемешиваем. Также мы в этот момент посолим, чтобы овощи дали свой сок. Добавляем имбирь, куркуму и обжаренный молотый кумин или зиру. Итак, мы все перемешиваем и накрываем крышкой. Когда все овощи готовы, мы добавляем кокос, кокосовую мякоть. Это мякоть 1/3 кокоса или вот такая вот пригоршня. Не забываем про наши баклажаны, я их сейчас разрежу чуть помельче и добавим позже. Пока кокос у нас должен поджариться в сабджи, и мы перемешиваем и оставляем буквально на 2 минуты. И вот я добавила баклажан, и это уже финальная стадия. Наша лабра, наше бенгальское праздничное блюдо готово.
Как вы видите, это блюдо получается очень ярким, очень насыщенным и очень, конечно же, вкусным. И теперь вы сможете тоже его приготовить. А мы увидимся с вами в новых видео. Харе Кришна!